Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом домашней вареной ветчины из курицы. Колбаса по этому рецепту получается по вкусу ничем не хуже колбасы из магазина, но при этом она полностью натуральная, и вы точно знаете, какие продукты вы в нее положили. Для приготовления ветчины буду использовать куриные бедра и куриное филе. Общий вес мяса курицы примерно 1 кг. Куриные бедра я предварительно разморозила, помыла и просушила при помощи бумажного полотенца. Снимаю шкуру, обрезаю лишний жир, отделяю мясо от кости, в общем убираю все лишнее. Мне необходимо получить примерно 800 грамм мяса. Список всех необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Теперь мясо нарезаю на небольшие кусочки. У меня из куриных бедер получилось 889 грамм мяса. Филе курицы я пропустила через мясорубку и добавляю 170 грамм фарша к кусочкам мяса. Добавляю примерно 10 грамм соли, это 1 столовая ложка, пол чайной ложки сахара, пол чайной ложки черного молотого перца, 1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха, 1/4 чайной ложки кардамона. Зерна кардамона я не молола, а просто немного размяла. 1 чайную ложку сухого чеснока, 1 чайную ложку кориандра, 1 чайную ложку красной молотой паприки и 2 чайные ложки дижонской горчицы по вкусу. Можете использовать французскую горчицу. Это по сути та же самая горчица. В принципе, вы можете добавить в мясо любые другие специи по вашему вкусу. Но мне нравится набор именно этих специй. Хорошо перемешиваю мясо со специями. Также можно мясо отбить. Перемешивать мясо нужно не менее 10 минут, а лучше дольше. Столько, насколько у вас хватит терпения. Чем дольше вы это будете делать, тем более плотная и однородная колбаса в итоге получится. Перемешивайте мясо, пока кусочки курицы не начнут разделяться на волокна в виде ниточек. Теперь в мясо добавляю 80 мл сливок. Жирность моих сливок 10%. Можно использовать сливки большей жирности, например 33%. Чем жирнее сливки, тем вкуснее и сочнее получится колбаса. У меня в наличии были только 10% сливки, поэтому я добавила их. Хорошо перемешивая сливки с мясом до однородного состояния. И опять немного отбиваю мясо. Мясо полностью впитало сливки, фарш готов. Для того, чтобы было проще сформировать батон колбасы, фарш нужно охладить. Его можно убрать в холодильник на 4-6 часов. Или, если вы спешите, то можете убрать фарш в морозильную камеру на 1–1,5 часа. Накрываю миску пищевой пленкой и убираю фарш в морозилку. Фаршем можно наполнять готовые натуральные или искусственные оболочки для колбасы. Но так как у меня их нет, я разрезала рукав для запекания и буду в него заворачивать фарш. При желании завернуть фарш можно в пищевую пленку. Выкладываю фарш и заворачиваю его. Заворачивать нужно плотно,
Стараться, чтобы в батоне не было пустот. Получившийся пакет закручиваю с одной стороны и завязываю его ленточкой от рукава для запекания. С противоположной стороны фарш утрамбовываю и закручиваю пакет. И также завязываю его ленточкой от рукава для запекания. Для надежности закрепляю зажимами. Лишние концы пакета обрезаю. И обвязываю шпагатом, чтобы придать батону форму колбасы. Вот такая будущая колбаса у меня получилась. В кастрюлю с толстым дном я налила холодную воду. Моя кастрюля объемом 4 литра. Кладу в кастрюлю 2 лавровых листа и черный перец горошком по вкусу. Опускаю в воду батон колбасы, он должен быть полностью покрыт водой, и включаю плиту. На среднем огне довожу воду до температуры примерно 70 градусов. А затем огонь снижаю до самого минимального. Готовлю колбасу на медленном огне. Вода кипеть не должна. Ее температура должна держаться в районе 80 градусов. Буду томить колбасу примерно 1,5–2 часа. Необходимо следить, чтобы колбаса была полностью покрыта водой. Можно ее периодически переворачивать. А если температура воды будет превышать 80 градусов, то нужно долить холодную воду. Если у вас нет термометра, то определяйте температуру визуально. Главное, чтобы вода не кипела, и пузыри, которые образуются на дне кастрюли, должны быть мелкими, а не крупными. Время приготовления колбасы будет зависеть от размера батона. Через час снова добавляю холодную воду. Уже появился приятный запах колбасы, и на поверхности воды образовалась небольшая пена. Если у вас нет термометра, то готовность колбасы определяйте визуально. Готовая колбаса всплывет, а запах колбасы усилится. Я проверяю готовность колбасы термометром. Температура внутри готовой колбасы должна быть 68–70 градусов. Моя колбаса готова.
Она варилась 1,5 часа. Выключаю плиту. Теперь колбасу необходимо резко охладить. В миску с холодной водой я добавляю несколько кубиков льда и погружаю в нее колбасу. Колбаса должна быть полностью покрыта водой, поэтому добавляю еще немного холодной воды. А чтобы колбаса не всплыла, сверху ставлю тарелку и слегка придавливаю. Достаю остывшую колбасу и даю стечь в воде, которая набралась через отверстие, полученное в результате измерения температуры. Перекладываю колбасу в лоток и накрываю крышкой. Колбасе нужно дать охладиться 6-8 часов. Я убираю колбасу в холодильник на ночь. Утром я достала колбасу из холодильника, снимаю с нее шпагат и пленку. Колбаса плотной консистенции и пахнет вкусно. Нарезаю ее на кусочки. В разрезе колбаса выглядит как ветчина. Просматриваются отдельные кусочки мяса. В батоне колбасы есть небольшие пустоты. Я недостаточно плотно утрамбовала мясо. Но несмотря на это, колбаса не разваливается на части. Вот так выглядит мой батон колбасы. Список продуктов, которые мне понадобились, чтобы приготовить эту вкусную домашнюю вареную ветчину из курицы, вы сейчас видите на экране. Колбаса вкусная, а главное полностью натуральная. Хранить ее нужно в холодильнике не более 3-5 дней. Мои домашние съедают ее быстро, так что колбаса не успевает испортиться. Сын готовит яичницу с этой колбасой. Она при жарке не разваливается и хорошо держит форму. Эту колбасу можно добавить в салат или, например, сварить суп с колбасой. Все получается вкусно. Ну а самое любимое блюдо моих мужчин – это бутерброды с колбасой, в том числе и горячие. В общем, в моей семье любят эту домашнюю ветчину. Приготовьте ее. Думаю, что она вам тоже понравится. Колбаска натуральная, ароматная и очень вкусная. Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментарии. Делитесь видео с друзьями. Все это поможет развитию канала. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!